Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, точность в действии всеобщего спасения. В данной теме я показываю, каким образом понятие всеобщего спасения, макродействие, сделать понятием точно управляемым. То есть, если мы рассматриваем на уровне, например, бесконечной системы будущего, например, или некой макроинформации, такое понятие, как всеобщее спасение, спасение всех для восприятия человека, то именно в чем состоит его личное действие в данной информации. В целом, в основном об этом сейчас тема сегодняшней лекции. Поэтому, когда я буду сейчас давать данное управление, постарайтесь через структуру макроспасения постоянно управлять своими ситуациями практически в непрерывном, уровне, в непрерывном режиме, так можно выразиться. Потому что любое управление проходит как раз-таки через макроспасение, через всеобщее спасение и спасение лично каждого. Поэтому здесь нужно сделать так, чтобы точность мышления по макроспасению, именно точность действия в этом управлении все время на определенном уровне души, духа, сознания человека приводила к тому, что человек действует все-таки в том числе и по своей частной задаче. И здесь стоит задача именно объединения действия и управления своей задачей по ее именно хорошему положительному решению, таким образом, что управление происходит, вообще говоря, практически непрерывно. При этом задача может быть решена, значит вы переходите к следующей задаче и так далее. Поэтому здесь надо выработать возможность работать в системе управления практически постоянно. Например, я читаю лекцию 50 минут, значит 50 минут нужно решать одну задачу за другой, в непрерывном режиме, так скажем. Поэтому в данной теме нужно рассмотреть такую ситуацию, что если логически подойти к уровню, где есть точность именно действия или локальность, так скажем, действий в системе макроспасения, то здесь получается, что именно технологии вечной жизни, технологии вечного развития, они ставят перед человеком задачу системности. То есть в любом случае человек должен, например, получить и обязательно получить уровень макроспасения. Он в любом случае должен жить вечно и так далее. Поэтому получается, что мы приходим к уровню неких своеобразных, иногда ощущаемых как преград, каких-то фиксированных статичных действий, когда понятие в любом случае для будущего развития всегда существуют некоторые варианты решения какой-то проблемы. И когда мы говорим, что все равно все должны быть проблемы с точки зрения макроспасения решены в любом случае, то получается система будущего развития имеет только однозначное направление развития. То есть так как каждый человек должен уметь спасти всех, то по системному уровню и всегда на самом деле он должен это сделать обязательно, следовательно, у него нет другого варианта будущих событий. А будущее многокомпонентно, и поэтому задачей данного управления является то, что отдаленные и одновременно приближенные к человеку, в данном случае к телу человека, к физическому телу человека, система управления фактически связывается в некий один клубок. То есть если посмотреть, такое сравнение сделать несколько схематичное, конечно, достаточно, или весьма схематичное, что осьминог движется где-то в толще воды, то получается, что концентрация, например, видны щупальца, и так далее, но есть же центр концентрации, есть жизнь, где концентрация жизни, щупальца, в общем-то, это следствие, И если посмотреть на осьминога в толще воды, то все равно получается, что Богом созданная сущность, животное, так скажем, жизнь Богом созданная, она такова, что все-таки различные системы связи сводятся в один центр, природная константа некая. Мы постараемся сейчас и сделаем это по аналогии вывести, что многокомпонентная система событий будущего сводится в одну структуру именно вечной жизни, вечного развития.
Для этого необходимо просто-навсего сделать так, чтобы все это умели делать, и причем сразу. Вот как только данная тема ставится, задачи и реализация данного управления, все, кто воспринимает эту тему, они должны это сделать сразу, уметь. То есть душа их должна настолько раскрыться, что для них будущее совершенно определено. Будущее вечно, они обладают технологиями вечного развития, вечной жизни, и при этом, ну, например, если, ну, скажем, кто-то уже имеет, ну, какие-то ситуации происходят с людьми, да, какие-то биологические проблемы, предположим, была смерть человека, то получается вот преобразование в обратную сторону, вот, например, именно там технология воскрешения, да, исходя из того, что очень много систем, ну, вот, временных здесь возникает, вот, рассмотреть все поколения, то получается именно воскрешение, вот сам процесс, это выход, ну, просто, да, в обычную жизнь людей, то с точки зрения логики, вот процесс, система воскрешения, например, там, система всеобщего воскрешения, это есть уровень жизни, ну, как бы идущий из уровня, где существует, опять же, только один вариант будущего события, да, будет всеобщее воскрешение. Следовательно, частным уровнем, то есть там, единичное воскрешение, приходит к этому уровню, и вообще тогда возникает вопрос вообще такого порядка, а как обеспечить работой, да, социальными системами данных людей. Так вот, чем больше этих процессов, тем благоприятнее и лучше работа для всех категорий земных профессий, так скажем, для всех категорий управления. Получается, что некое одно центральное действие приводит к общему улучшению. Наоборот, понятие следующее, что человек не должен умирать и так далее, то есть встречное движение, да, тоже однозначно один человек не умирает, все не умирают. То есть вот Бог единый, который имеет вечную жизнь и вечное развитие, он живет на таком системном уровне, что у него эти вопросы на уровне его сознания решены. То есть он имеет технологию именно вечного развития, потому что он, в том числе и потому, что он правильно понимает систему однозначности будущих процессов. И вот здесь возникает следующий принцип в данном управлении, что любой будущий процесс, например, да, бесконечно отдаленный даже для вашего сознания, он всегда процесс, который происходит в очень глубоком уровне души. И причем таком глубоком, который часто сознанием, например, человека сразу не воспринимается как уровень, ну, как бы, что ли, проявленный, да, это очень отдаленные системы событий. И вот когда мы начинаем к этому идти, то видно, что отдаленные системы событий всегда статичны для человека. То есть получается, что человек может не умирать, потому что он будущие события, очень отдаленные, всегда имеет в очень глубоком статусе душа. Душа бесконечна, дух дает вечное развитие. Следовательно, человек имеет однозначное будущее. То есть, по большому счету, если сравнить с тем, как развивается Бог, как действует Бог, он вечный, и у него будущее совершенно конкретное. Он все равно имеет вечное развитие, вечную жизнь. И получается, что, исходя из этого, человек по сходной компоненте имеет как бы внутренний разум души. То есть он имеет уровень такого развития, когда вы знаете, что при любом сочетании событий, вот такой как бы некой системы совершенно там, ну, которая выглядит как некая там стена, да, для определенной категории людей, что такой системы вот как бы некой однозначности, что происходит какое-то однозначное действие, следующее, вообще говоря, не существует для всех людей. Вот принцип такой: человек рождается, происходит следующая жизнь, и у каждого человека есть следующий уровень событий. Так вот, человек может промыслить и поставить себе еще один уровень событий, да? Так вот, чтобы действие было обязательно, однозначное и распространенное на всех, нужно учитывать, что следующее мышление следующих людей, это в том числе может быть и сопоставимо с вашим мышлением. То есть одновременно вы протягиваете в будущее всех людей, да, и одновременно делаете самостоятельно. Так вот, действие по точному управлению через макроспасение – это действие обязательно обусловленное как глубину, то есть глубоким состоянием души, так и тем, что вы
понимаете, что вечный Бог дает вам именно вечную жизнь, причем в физическом теле. И вы понимаете, что именно эта технология, это есть решение вопросов там, всех людей, всех профессий. То есть у вас возникает интегрированное мнение, которое несет достаточно конкретную, просветленную информацию, связанную с тем, что да, будущее, может быть оно и не совсем, кстати, отдаленное, может быть для кого-то, если оно отдаленное, но тем не менее оно существующее, то есть будущее совершенно однозначно содержит именно факт макроспасения. То есть там все спасены, все имеют вечное развитие. Для этого получается, что чтобы этот системный уровень был преодолен в условиях текущей реальности, мы должны выработать какую-то личную компоненту, личную константу, которая бы решала наши вопросы при любом сочетании событий. Вот здесь уже возникает следующий аспект. Сочетание событий должно быть любым. И при этом все равно человек должен обладать технологиями вечной жизни и вечного развития. Тогда получается, что есть, например, понятие каких-то там планет отдаленных, галактик. И если рассматривать какую-то, например, вероятностную величину развития человечества, то получается, возможно, некая там комета, логически просто, которая там может, предположим, задеть как-то Землю. Да? Так вот, человек уже сейчас должен обладать способностью, и вообще говоря, люди на самом деле обладают этой возможностью, способностью, так можно назвать, на самом деле необходимым качеством для бесконечного развития, что уже сейчас можно свернуть эту информацию в признак того, что она не существует. То есть нет такой кометы, и во многом поэтому, кстати, они не появляются вблизи от Земли. И вот это опять один из уровней системности. И так далее. Таких уровней на самом деле можно находить очень много. Главное, что человек, находясь в спокойном, устойчивом управлении, начинает видеть, где же все-таки эта дифференциация. Что есть лично для него макроспасение. Как я сказал, макроспасительный уровень обладает именно определенными свойствами, да, признаками, которые я сейчас назвал. Обязательная преодолимость какой-то ситуации, обязательно, значит, прежде всего фактор неумирания, то есть человек не должен умирать, да, ни при каких условиях, и так далее, и так далее. И когда вы начинаете данную структуру управления развивать именно, ну, как бы в бесконечный уровень развития, то вы начинаете видеть, что вот здесь возникают конкретные технологии, которые связаны, вообще говоря, с вашим физическим телом в том числе. То есть, чтобы сделать точное управление через макроспасение, именно добиться того, чтобы все были спасены сразу вашим единичным действием, нужно в макрозвене, то есть в макроинформации, в этой оптике макроуправления выделить ту структуру, которая соответствует решению вопросов все-таки всех. Вот как только вы через структуру неумирания, да, скажем, благоприятно решаете вопросы для всех, там, например, там, находите рабочие места, обеспечиваете бесконечное развитие, обеспечиваете дополнительный ресурс развития Земли, там появляются места для любого количества жителей и так далее, то вы видите, что структура вечного развития — это все-таки личностное восприятие лично ваше. Например, для излечения от, вообще говоря, любого заболевания, по сути, необходимо точно знать, что будущее просветлено и всегда достижимо. То есть будущее, которое вы хотите совершить, например, там, здоровье человека, да, это будущее всегда достижимо. Так вот, чтобы быть уверенным, что вы обладаете данной информацией, можно просто быть уверенным, да, например, и ничего не делать. И, кстати, так может произойти, что человек выходит в уровень управления и совершает структуру управления обязательно. То есть внутреннее спокойствие дает ему гарантии, он находится в устойчивой фазе управления, у него совершается управление, он выздоравливает, да, или вообще не болеет, или кого-то излечивает. Но человек мыслит всегда так, что а вдруг кто-то, кто не знает данной технологии, если он в чем-то не уверен, да, если он имеет определенный чувственный уровень, если вообще там какая-то опять вдалеке комета маячит на горизонте, то тогда как он должен спастись? Если, например, не только признак уверенности, а вообще вот просто модельное решение человек переживает. Он, например, должен срочно принять решение, как тогда он должен спастись в этом случае, да, системно и обязательно. Тогда возникает уровень, все-таки, опять же, самопознания, прежде всего, тогда надо понять, как себя познает Бог. То есть вот здесь мы приходим как раз-таки к очень уникальной точке в данной технологии управления, в данной лекции, что здесь нам нужно обязательно
увидеть механизм самопознания, как себя познает Бог. Так вот, Бог себя познает так, ну, в отличие от каждого отдельного человека, что Он видит, как его воспринимает уровень коллективного сознания, то есть все люди. Вот восприятие всех людей, интегрированное, да, в его мышлении, дает то, как должен себя воспринимать отдельный человек. Все просьбы, да, все мысли, которые идут к Богу, они практически значит, означают то, что человек начинает видеть те же самые конструкции, которые видит тогда Бог. Когда он начинает вообще анализировать и ставить этот вопрос, как он вообще себя воспринимает Бог. И когда он начинает это видеть, вот идут первые жесткие конструкции абсолютно там, счастливого будущего, например, да? То есть в любом возрасте можно, значит, человеку там восстановиться, оздоровиться и так далее, да? То есть элемент именно вот неумирания, элемент вечного развития начинает быть правильной системой. То есть для него уровень, предположим, ну, какого-то будущего события такой же простой уровень, как там выйти на какую-то знакомую дорогу и по ней пройтись. То есть уровень того, что вы это уже знаете. Но ведь не в плане там восприятия, что вот вы в этом месте были, и вы это как бы вспоминаете, несколько другой аспект управления, а здесь то, что вы знаете, что делать просто. Вы идете по этой дороге, но вы знаете, потому что вы знаете, вообще говоря, что делает Бог в той или в иной ситуации, пусть даже в локальном плане. Например, зная, что Бог делает в какой-то одной ситуации, вы всегда можете перенести это свойство на любую свою ситуацию. По крайней мере, Бог же решает любую ситуацию, значит, вы решите свою частную задачу, это точно. То есть система ассоциативных связей, да? И вы начинаете строить этот путь, даже если у вас очень большой предварительно какой-то там негативный опыт, да, если опыт как бы совсем другого толка и так далее, то движение в этом управлении — это есть движение именно в бесконечную, ну, вечную жизнь, да, именно в физическом теле всех людей. И когда вы начинаете это понимать, что люди, которые нам в совокупности, если собрать весь негативный опыт всех людей, да, всех поколений вообще вместе взятых, и рассмотреть, что вот есть этот некий такой, ну, там, негативный опыт, как некое препятствие, да, например, то преодоление этой системы должно быть тоже обязательным. Но, возможно, весь негативный опыт — это не так уж и страшно, да, по сравнению с тем, что там, опять же, это там какая-то макросреда, некие иные негативные воздействия. То есть никакое, вообще говоря, негативное воздействие, возможное будущего, по сути, нельзя сравнивать с более ранним уровнем. Например, там человечество делает концентрацию, переходит на вечное развитие, но при этом, значит, прежний негативный опыт уже не имеет значения. То есть есть другие качественные системы, которые позволяют людям спастись, и при этом, значит, ну, совершенно не обязательно обрабатывать информацию прошлого. Следовательно, следующим критерием точности действий в макроспасении видеть душой, духом, сознанием, часто телом, рассматривать, что из коллективной фракции сознания будущее управление как бы может быть как раз таки лучшим для всех, не обязательно обрабатывать какой-то там негативный опыт, да, более ранний. И здесь возникает очень много критериев в виде там аксиом, в том числе, которые говорят о том, что для того, чтобы сделать макроуправление точным, нужно видеть, во-первых, все частные, кстати, задачи всех других людей. То есть вот именно надо выйти на спектр, как бы некую подструктуру, где вы должны видеть частные задачи спасения всех людей. То есть надо смотреть, как человек в своем личном действии, да, выполняет работу, которая дана ему Богом, и направляет людей на именно вечную жизнь. Вот в чем это проявляется? В чувстве человека, в действии, или в том, что ему там не нравится некая ситуация, да, в жизни, в обществе, и он ее постоянно исправляет. И вот когда вы начинаете видеть структуру бесконечного развития как частные действия всех людей, то вы видите, что ваша частная задача, естественно, она решается. Причем хорошо, позитивно, потому что очень много людей решают задачи, и они же их решают. Если взять
общее количество людей, общее количество существующих задач, то ведь получается практически под 100% люди решают свои задачи. Почти. По сравнению с тем, что вот у вас есть одна частная, на которой вам нужно заняться. Да? Значит, получается, системность находится в системе воззрения на коллективное действие людей. Значит, люди коллективное свое действие делают так же, как делает Бог свое единичное действие по отношению ко всем людям. То есть мы как бы смотрим с внутренней стороны, да, этой сферы управления. И получается, что для того, чтобы сделать, например, там, мгновенное извлечение, достаточно свою частную задачу как бы объявить и сделать ее достаточно активной для другого восприятия, для восприятия, там, например, в сфере коллективного сознания. И получается, что здесь вот это вот бесконечное будущее, оно приближается как ваше личное действие. То есть негативные события все-таки вас не задевают, потому что вы нашли механизм связей. Причем нашли, в общем-то, во многом логически. Я сейчас вам показываю логическое управление больше, на уровне логической фазы сознания. Что ведь логично, когда Бог единый делает одно управление, и оно макросозидательно по своему основному смыслу, ибо это и есть действие Бога. А люди, конечно, решают частные задачи, потому что механизм решения задач всех людей, он очень огромен. Достаточно только эту внутреннюю систему распознать. Да? Значит, один из законов, получается, точного управления по макроспасению, это рассмотреть интегрированный опыт и действия всех людей по решению своих задач. Потому что там уже идут очень мощные связи с Богом, многие выходят напрямую с Богом и напрямую работают в реальном времени. Получается, вы привлекаете очень мощную систему помощи, да, из системы решения, не просто даже некую информацию, а решение. Здесь вопрос только суметь обработать информацию правильно. То есть выделить, что соответствует решению вашей задачи. Например, рассмотреть действия Бога. Очень много явлений в мире. Он как личность должен выделить то, что соответствует его текущей задаче. Частной, в принципе. Например, обеспечить вечное развитие людей. И получается, что он должен распознавать какие-то определенные сигналы, да, Бог, которые позволяют ему, находясь там, в определенном уровне мышления, такого же, как, например, там, аналогично такому, как мысли человека, или такого же часто мышления, как это делает человек, да, даже не как мысль, как делает с точки зрения Бога, ведь Бог дал ему дело, действие человеку. И получается, что здесь мы совершенно четко видим, что именно вот действие Бога, оно направлено на то, чтобы все-таки нас научить, то есть мы видим, то есть каждого человека научить, что его мышление, то есть именно вот системное мышление, преодоление каких-то асистемных или системных проблем, это есть то, что он учит показывать, что если его частная задача, которая обязательно решается, а он действует, например, в личности человека, почему-то вот здесь ясно, что Бог, он и есть человек, да, в том числе с точки зрения макроуправления, но он и есть исключительно человек с точки зрения человека и его самого. Потому что механизмы взаимодействия и механизмы там, развития будущих событий, взаимодействия, например, с будущими событиями и развития будущих событий, или вообще взаимодействия как такового вот, в разных объектах в реальности, они у Бога такие же в плане именно бесконечного вечного развития, как у человека. То есть, если рассмотреть, в чем вообще человек как больше всего похож на Бога в плане его действия, да, то вот именно идентично там, в движении руки, там, мышления и так далее, именно с точки зрения вечного развития. Логически, в общем-то, это понятно, что здесь выявлен максимальный статус приближенности к Богу, когда человек развивается вечно. Но есть же какое-то отличие все равно, то есть Бог имеет вечное развитие, когда человек уже научится вечно развиваться, то в чем отличие, нужно ли его искать? Так вот, следующий уровень – это то, что никаким там поиском отличий заниматься не надо. Нужно просто находиться в уровне вечного развития и стараться понимать, что вечное развитие – это решение вопросов для всех. Когда вы это в социальном плане понимаете, возникает очень мощный уровень практически
бесконечной жизни всех. То есть те люди, которые даже не подразумевали или не хотели, там, не занимались этим, они получают вечное развитие, потому что, вот как я сказал, можно постоянно работать и все время искать точность, например, да, в макродоступе, в макроуправлении, во всеобщем спасении, но ведь это обеспечение точности, это анализ возможных величин вообще, с чем работать, да, и как работать. И когда система приобретает, хотя бы выявленный вид, потому что мы начали с того, что есть некая общая информация спасения всех. Можно с ней проработать просто как с информацией. И это сработает на 100%. Вопрос даже не в этом. Вопрос в том, чтобы как обеспечить точность работы в этой постановке задачи. Всеобщее спасение, где человек может гарантировать, что он сделал это точно в своем линейном или в частном действии. И вот чтобы оценить действие или рассмотреть, например, его действие, чтобы он был уверен, что он это сделал в частном действии, ведь это не похоже на какой-то большой объем информации или там сток сена, скажем, который человек может поднять очень большой и сказать, что вот он наконец поднял, но если он вообще очень большой, этот сток сена, то тогда как он будет гарантировать, что, например, что он с этим стогом справится, да, за один раз? Вот в чем гарантия человека? В чем он должен быть уверен? Он частное решение, он может взять большой какой-то там механизм, который захватит этот сток и, например, отвезет, да, на платформе трактора, например, какое-то частное решение. Возможно, другое решение и так далее. Он может погрузить на платформу большого грузовика и отвезти этот сток с сеном, например. И это действие очень большое, но ведь нужен грузовик, нужно предварительно частное решение, то есть вход в систему, да? Так вот, именно задачей управления является организация входа в макросистему. Причем не произвольного входа, а который обеспечивает вот то, что эта информация, вот это огромное количество информации реализуется. И опять, получается, человек попадает в систему частной задачи. Он должен знать, что делать. Как знать, какой механизм свернет вот эту задачу в русло позитивного решения, что мир не будет уничтожен, что наступит всеобщее спасение. И вот здесь возникает как раз-таки критерий отдаленного будущего, который есть в душе у каждого человека. Более того, в теле, в физическом теле. Вот почему физическое тело человека на самом деле вечное, и каждая клетка имеет такой статус. И это можно, кстати, доказать даже на уровне физиологических параметров, если клетку рассматривать в динамике развития по микросекундам, то можно выявить структуры, когда клетка излучает свет. И получается, что вот в каком-то уровне, если мы детекторы введем в этот момент и настроим на микросекунды, мы увидим, что излучение этого света есть структура вечности человека. Со временем, если человек ее забывает, эту систему, то получается, что он может приобретать какие-то проблемы. Так вот, бесконечное будущее реализовано в человеке, то есть бесконечное развитие, ведь логически все явления природы связаны, да? Все явления мира связаны друг с другом, значит, бесконечное вечное развитие имеет прямую связь с человеком. Это же постулат, вообще говоря, о котором я, вообще говоря, постоянно говорю, по крайней мере, упоминаю часто. И получается, что раз все явления связаны, значит, где-то человек пересекается со своим собственным вечным развитием. И вот это вот пересечение где-то, это, во-первых, есть физическое тело человека, как минимум, да? Сразу ясно. А дальше, получается, есть действия всех людей, направленных на то, чтобы единичный импульс Бога, то есть то, что Бог воспринимает как свой единичный импульс, сделать всеобщим действием всех людей. Это, вообще говоря, элементарная система передачи знаний. Делать как Бог и получать, что во всеобщем действии люди делают правильно, да? Переток системы. Так устроена, кстати, клеточная система человека. Вот свечение происходит, когда человек отдает знания, кстати. Он даже не то, что он там откуда-то что-то получает, а вот клетка светится, когда знания отдаются.
И причем знания, которые, кстати, не всегда только знания данного человека, а он еще часто забирает, это зависит от уровня там, широты души, свойств духовного развития, там, да, широты духа и так далее. Часто человек еще берет и абсолютно точно значит, берет решение какой-то проблемы в коллективном сознании и передает другому человеку. Через клеточный состав в основном. То есть клетка — это мощный уровень системной передачи знаний в непрерывном времени. Почему я говорил по сегодняшней лекции, работайте непрерывно. Тогда будет сразу совершенно понятно, как происходит процесс передачи. И тогда можно понять вообще, откуда вы взяли, например, интегрированное решение. Значит, ну, не все же случаи жизни существуют заведомо впереди, да? Есть какие-то землетрясения, оползни и так далее. Так вот, для коллективного сознания, чем больше коллективное сознание действует так же, как действует Бог, то есть чем больше людей обучают, и они это умеют делать с точки зрения технологии вечного развития, все более точно будущие события становятся контролируемыми. То есть будущее становится совершенно прозрачным для тех людей, которые точно знают, что развитие вечное. То есть достаточно человеку просто это узнать, и он видит свое, например, там, бесконечное будущее. Получается, что достаточно узнать — это уже решение. То есть знание — это решение с точки зрения данной технологии. Поэтому основным элементом точного управления, ну, что в основном и делают люди, к чему я сейчас пришел, это обычное для всех действий. А знание того, что, во-первых, просто сделать через макроспасение — это уже устойчивое управление, хотя бы эту мысль иметь, да? Во-вторых, если человек видит сферу, макросферу, сферу всеобщего спасения, и через нее как бы просто пройтись, ее коснуться, да, потом решать частные задачи, это уже более серьезный уровень, это уже технологичность, да, выявления сферы. Дальше могут быть совершенно разные системы, там в числовом ряде находится уровень макроспасения, как бы вшит, да, в ряд и так далее. И человек приходит к тому, что все, что он делает, очень гармонично, с ним, в принципе, конечно, связано макрорегулирование, потому что он же со всем миром в любом случае связан. Так вот, управление, которое приводит к тому, что человек обязательно там выздоравливает, да, он обязательно живет вечно и так далее, вот это управление для человека заключается в том, чтобы увидеть вот этот механизм точной передачи или от макроуровня частному человеку, да, для решения его частной задачи, или просто там свое собственное какое-то изобретение. Но именно точно вот где человек точно передает другому человеку знание макроспасения, именно вечного развития. Где эта система, в чем она заключается и так далее. Как правило, это либо мышление человека, либо это пространство возле физического тела человека. То есть величин не так много, их там можно перебрать там буквально на пальцах, так скажем, не более, кстати, 10 величин. В некоторых случаях ровно 10. И когда вы начинаете их рассматривать, например, 9, 8, там, 7 это уже величина перехода с дискретной статичной величины там, в макрообласть и так далее. То есть вы можете видеть, как вообще цифры организовывают систему управления, и вы начинаете видеть, что все связи мира это есть, ну не просто там число само по себе организовывает, вы просто воспринимая число, нормируете свою реакцию и влияете на внешний мир. То есть вы видите, как организовывается восприятие. Восприятие строите вы себе сами. И когда вы начинаете видеть, что из будущего, ну как бы из очень далекого будущего, да, выводится система своего восприятия, вы всегда знаете, что сознание можно всегда контролировать. То есть уровень вне контроля практически не существует для личности. На определенном уровне это вообще константа, это абсолютное знание, что человек всегда контролирует все системы. Вот достаточно к этой точке, ну она в районе сердца, она находится в бесконечном уровне, где сердце человека всегда правильно, то есть где человек всегда жив. Это сочетание текущего пространства и будущего. То, кстати, как устроена ткань Бога с точки зрения восприятия человека. Когда человек это понимает, он свою ткань может устраивать так же. И вы начинаете видеть, что все будущее развитие совершенно предопределено Богом, как именно вечное развитие там, самого человека, например, вообще всех, да, включая Бога.
И вы видите, что вот передача данного света, там, данной информации, там, например, там, на птиц, животных, это есть тоже задача человека. То есть, когда человек становится вечным, имеет вечное развитие, все равно стоит задача обеспечить эту систему точно и досконально для всех. То есть, вот есть некое животное, да, животно-растительный мир. Как гарантировать, что животное, которое бегает в этом растительном мире, само себя не травмирует, да, и не будет уничтожено? Так вот, система гарантии – это приближение внешнего мира к самому человеку. Причем не некое там механическое, а это формирование восприятия, это формирование сознания, формирование души человека, что он уверен в этом. И вот уверенность души – это есть основное действие по обеспечению точности управления через макроспасение. То есть, когда вы уверены душой, что вы делаете макроспасение, да, вы достигаете макроспасения в этом действии и потом получаете частное решение задач. Но когда вы это делаете, это не значит, что вы как бы некую оптику души или проявляете какое-то там специальное действие. Душа обладает еще тем свойством, что, во-первых, ее действие может быть не рассмотрено сознанием. То есть душа сделала, и увидеть там скорости очень высокие, чтобы на сознание перевести, надо еще приглядеться, да, вот как идет эта оптика, развивается. Но когда действие души уже сделано, закончено, ясно, что человек практически неуязвим, он понимает все возможные связи, он может реструктурировать там какие-то события, которые он видит, просто надо вдуматься и стараться понять, что какие-то события, возможно, были очень далеко, что были какие-то информативные данные, которые касаются человека за более раннее время, да, или там речь идет о неких будущих процессах, но ведь в более раннее время тоже был макроуровень, был уровень макроспасения мира. Если события какие-то негативного, может быть, даже толка там проявлялись как события, которые надо, например, предотвратить и сделать нормальный уровень управления, то, собирая в совокупности все системы, мы приходим к тому, что да, человек абсолютно управляет реальностью. Достаточно ему просто это осознать в плане даже некоторых систем управления, вот реализации некоторых систем управления. Почему я говорю, что достаточно часто человеку там получить не так уж много данных управления по моему учению, он становится абсолютно уверен, что какая разница, если это происходит, значит можно перенести на любую другую систему, да, на любое другое развитие. И получается, вот именно структура вечной жизни, вечного развития здесь достижима, потому что есть хотя бы предварительно первичная практика управления. И поэтому, приближаясь к системе макроспасения, почему вот часто можно сразу делать управление, не осуществляя там управление на саму область. Потому что приближение и свет со сферы макроспасения, со сферы всеобщего спасения, это есть тоже свет действия и свет решения вопроса. Ведь вы решаете вопрос именно фактически в действии всеобщего спасения. Поэтому приближение к этой системе – это и есть платформа, скажем так, организующая субстанция для того, чтобы ваше действие организовалось как раз-таки так, как вам нужно. То есть это решение вашей частной задачи. Следовательно, решение вашей частной задачи, общесозидательно с точки зрения именно всеобщего спасения, как бы в идеологии, да, хотя бы даже если вы это помните и закладываете, это есть на самом деле единственный путь, который сам по себе, он вообще просто единственный, ибо вы этой материей для построения событий пользуетесь. Сфера всеобщего спасения, она на вас и смотрит, и светит, да, и вы по ней идете и делаете управление частное. Поэтому часто не обязательно там делать в прямом механическом смысле управление, что, например, сфера, например, всеобщего спасения, да, потом идет, предположим, сфера какая-то частная, потом там более общие системы. А часто бывает необходимо сделать мгновенное действие, например, там может взорваться АЭС. Человек часто не имеет времени взять, там сначала поставить сферу всеобщего спасения, потом как-то ее обработать, потом выйти на АЭС и так далее. Так вот, любое его движение – это есть уровень всеобщего спасения, в том числе. Когда он к этому приходит, человек в качестве своей практики или там прослушивания лекционных моих материалов, что тоже, кстати, является практикой сразу же, здесь получается, что вы видите управление такое, что человек начинает воспринимать, что он постоянно находится в управляющей системе.
И вот это вот есть уровень нормирования. Дух человека воспринимает уровень своего состояния как уровень управления. И это очень важная практика. Тогда он четко понимает, что, ну, например, простой пример из обычных, да, систем там каких-то бытовых во многом. Если очень долго делать одно и то же, то все равно вы получаете результат. А здесь, то есть если очень много ресурсов вкладывать в одну задачу, а здесь получается вы все время управляющей системой. Для управления там, что пояснение здорового требуется, например, 1 секунда, да, или там миллисекунда, ну, просто миг. А вы все время в управляющей системе находитесь. Тогда получается, естественно, вы заведомо уверены, что вы решите в любом случае какую-то ту или иную ситуацию. И не потому, что вы просто там уверены, ну, чисто теоретически, так скажем, да, а потому что вы технологически вышли на этот уровень управления, как вот сейчас я его вам показывал. Когда вы технологически на нем находитесь, нет проблем, вам достаточно на этом уровне решить там 2-3 мероприятия, любых причем, и он может иногда хоть 10 лет, там, 25 лет еще отрабатывать статику в устойчивой форме. То есть вам достаточно тогда часто этот уровень просто вот зафиксировать, все, управление пошло мгновенно. Причем такое, где вы точно знаете, что будущее, хорошее будущее гарантировано. И когда вы в этот уровень управления входите, это, в общем, такие часто вроде бы как достаточно мягкие величины, но мы говорим о том, что управление должно совершиться при любом сочетании событий. И получается, что, ну, лучше, конечно, чтобы события были частного порядка более благоприятные. Почему я и поставил вопрос, что макроуправление лучше и желательно осуществлять, контролируя частные события, то есть частный подход. Потому что если хотя бы одно частное событие неадекватно там, уровню макроспасения в плане скорости, да, если один какой-то негатив проскальзывает в плане там, большой макросистемы, то в чем тогда принцип и смысл данной макросистемы? Потому что ведь управление, по моему учению, это все равно доступ и всеобщее спасение. То есть причем каждый должен получить свой статус нормы, все-таки гармонии. Если где-то это не учтено, значит вопрос в принципе управления на самом деле не решен, как бы даже в принципе. Можно решить для всех, но если остался хоть один человек, который не получает такого управления, значит система, вообще говоря, не является функциональной как таковой даже. И поэтому вот учет именно всех, чтобы на всех было распространено то, что является именно макроспасением, это есть тоже основной частный элемент управления, да, в точности, но это есть задача души, то есть движение и действие духа человека. Так вот, дух, отдаленный за системность некого проблемного уровня, да, то есть нам нужно преодолеть, например, ситуацию, которая системно сконцентрирована, и мы знаем о ней, что она, ну, может быть, негативна, она какая-то такая, которая как бы вот не всегда преодолевается как бы сходу, да, или она бывает, что, например, считает, что она вообще не преодолевается, а нам надо ее все равно преодолеть для системного вечного развития. Значит, мы должны сделать так, чтобы дух, знающий уже данную систему, да, которую я сейчас на логическом уровне разложил, был дальше, просто одно-всего механически, оптически дальше некой проблемы. И когда мы уже учимся и умеем видеть фракцию обученного духа за проблемой, то есть в следующем уровне будущего, значит мы себе гарантируем ее решение на духовном уровне. А духовный аспект решения, он часто, вообще говоря, является очень важным, часто он основной в управлении вот, устойчивого плана. Хотя он сопоставим с логическим уровнем знания для данной техники, ибо в данной технике надо любым аспектом делать управление, без разницы каким. Логическим, путем там, отдыха и так далее, и так далее. То есть любой уровень, который исходит от вас, от вашей личности, от вашего физического тела, от вашего, например, вашего мышления, даже от осознания, вот, да, от восприятия, этот уровень должен быть управляющим, преодолевающим систему в реальном времени. То есть часто значит, у вас же нет возможности, например, строить что-то очень долго, длительно, например, там, распознавать систему некую, да, сначала. Часто приходится делать без распознания. И тогда вы все равно должны обеспечить, гарантировать
вечное развитие себе, цивилизации, вообще там всему миру, например. И тогда получается, что здесь существует следующий фактор. Необъявленные системы, что были преодолимыми, то есть если взять все самые неблагоприятные ситуации, да, вообще всего мира в целом, и считать, что это очень большая проблема, то это не значит, что следующая ситуация будет одна, да, ну какая-то менее сложная, там, или через там, миллион лет не придется столкнуться с какой-то еще ситуацией. И вот чтобы не заниматься перебором, там, не анализировать огромное количество информации там, прошлого там, или контролировать огромное количество процессов будущего, надо всего лишь навсего выйти на уровень естественности, когда даже непредсказуемая ситуация, контролируемая становится. И она должна быть контролируема лично вами. То есть вот здесь существует аспект, когда мы точно достигаем макроуправления, то есть мы не занимаемся там перебором ситуации. Когда вы видите фактор своей личности, что лично вы это делаете, лично вы на это смотрите управляющим там взором, там, ну как бы вы берете на себя личную ответственность за макросистему, например, там всего мира. И тогда вот этот постулат личной ответственности, он может быть там, ну, вначале там это как-то напряженно выглядит, там, со стороны, по крайней мере, что человек взял на себя ответственность за весь мир, и вот он его тянет, да, например. При этом действительно реально мир не взрывается, он видит все эти потоки, которые он там перетягивает, да, на себя, ну как там, все-таки на уровень этого как бы такого труженика, который очень тяжело трудится, это может быть не очень похоже, да, то есть это не, все-таки не бурлак на Волге, вот, это не совсем конкретно так, потому что это механизм совершенно естественный. Если посмотреть с этой стороны, то вроде бы это сложно, да, там тяжело достаточно, с логической точки зрения. Но ведь человек в этой системе все время находится, он постоянно тянет управление по мирозданию. Он постоянно осуществляет какое-то действие, именно регулирование, и при этом же он часто не ощущает никакой усталости, то есть ощущение усталости часто не должно быть, даже если какие-то макрозадачи совершаются очень быстро. Значит, есть определенный уровень естественности, да? И вот этот уровень естественности, это как раз-таки разговор или контакт, так скажем, или внутреннее духовное понимание Бога, или даже вот внутренний разговор с Богом. То есть там все само собой. Богу уже не тяжело, хоть там миллионы миров, да? Он единый создатель. Ему какая разница, он воспринимает свое создание так же, как мы воспринимаем свою мысль, в том числе и так. А если мы воспринимаем мысль, она может быть там утяжеленной или тяжелой, там, может быть несопоставимо более тяжелой, чем физический труд. Если там, ну, может быть, даже научная мысль может быть тяжелой, не обязательно что-то плохое. Значит, и тогда получается, что мы можем четко сказать, что по аналогии с тем, что Бог воспринимает мир, а для человека это часто может быть мышление, достаточно в форме мышления заложить правильный постулат. Так вот, постулат макроспасения делает то же самое, делает реально макроспасение, оптический уровень управления фокусируется на вашей мысли, но вы при этом не устаете. То есть это управление внешнее, да, вы управляете внешним сигналом. Вы просто закладываете сюда идеологию управления через макроспасение, и все. Но для этого часто иногда достаточно проговорить один раз, что вы это делаете. Например, там, в моем учении макроспасение, всеобщее спасение – это постулат. Любое действие через это проходит, через этот уровень системного управления. Поэтому достаточно работать, например, по учению Григория Гробова, там ясно, что заложен постулат макроспасения. Достаточно воспринять один раз свою задачу лично для себя, и каждое следующее действие тоже это действие через макроспасение. И поэтому одним все-таки вот всеобщим динамичным уровнем контроля является изначально сформулированный постулат. Один раз посмотреть, запомнить, и дальше это происходит, потому что мышление это уже тот уровень, который не давит, да, вам работать проще и так далее.
Тем не менее, детализация, приближение к сферам макроспасения, обязательное решение ситуации, так как я сказал, это есть те детали, которые вам позволяют выявить, что макроспасение – это доступная величина. И приблизиться к ней можно разным способом. Можно просто по частной задаче пройти, которая не говорит о том, что вы на себя взвалили целый сноп огромной информации, и что с ней делать, да? А как оказалось, как я сейчас показал, любое приближение к этой информации – это уже макроспасение, это есть ваш путь, вы по нему и идете. И поэтому устойчивое управление, обязательное осуществление хорошего уровня управления, обязательное достижение вечного развития, причем в физическом теле, да, человека, обеспечение там самого лучшего будущего, это есть уровень, который подразумевает, что любое ваше частное действие обладает всеми задачами, возможностями, там, функциями макроспасения. Всеобщего спасения и спасения там, лично каждого. Для этого надо просто сделать такое целевое управление и это осознать. И этого часто просто достаточно. А вот по данной лекции это вообще этого достаточно. Делать с этими данными, да, делать в этом состоянии макроспасения, задачи спасения всех. И все, это осуществляется. И ваше личное действие тогда осуществляется, значит, ну, во-первых, точно, однозначно, да, во-вторых, еще с помощью всем другим людям. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо большое за внимание.